Азербайджан аннулировал западные соглашения с Ереваном. По инициативе российской стороны между президентом России Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор. Надо полагать, что в ситуации, когда лидеры двух стран буквально на днях лично общались в Баку и обсуждали не только вопросы дальнейшего углубления российско-азербайджанских отношений, союзничества и партнерства, различные аспекты ситуации в Закавказье, но и вопросы подготовки Азербайджано-армянского мирного договора, в какой-то из обозначенных позиций появились новые важные нюансы, требующие дополнительных консультаций. К тому же звонок Путина совпал с визитом в Анкару по приглашению Турции главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. В этой связи турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Байрамов со своим турецким коллегой обсуждали главным образом перспективу подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что надеется на скорейшее заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Но так он комментировал итоги состоявшейся в Вашингтоне встречи глав МИД Армении и Азербайджана при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Потом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс говорил, что появилась историческая возможность достижения мира между Азербайджаном и Арменией, и все это еще сохраняется. И что путем непрерывного диалога, постоянного взаимодействия, в том числе на высшем уровне, мы сумеем сделать все возможное для достижения долгосрочного всеобъемлющего мира. Кстати, об исторической возможности для мира на Южном Кавказе, но в контексте разблокировки транспортных узлов, и в частности так называемого Зангезурского коридора, рассуждал и Фидан. Есть и заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена. Экспорт из стран Центральной Азии на мировые рынки сейчас идет только через Китай и Россию. Для обходного пути им нужно сотрудничать с Арменией и Азербайджаном. Один путь проходит через Грузию к Черному морю, но другой, потенциально более крупный, проходил бы через Азербайджан, Армению и Турцию, и из этих соображений нам необходимо мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Некоторые пророссийские политологи в этом заявлении О'Брайена видят тот же Зангезурский коридор, но по американской версии. Якобы американцы хотят отобрать этот проект у русских. Спешу таких экспертов разочаровать. США не имеют в виду открыть Зангезурский коридор в том виде и формате, который предлагают Путин и Алиев. Из Вашингтона неоднократно заявляли, что все транспортные коммуникации между Арменией и Азербайджаном должны быть разблокированы только по международным канонам, не затрагивая суверенитет и конституцию стран, то есть суверенитет Армении, поскольку этот так называемый коридор пройдет через Армению. В заявлениях России и Азербайджана это не упоминается. Они грубо утверждают, что Армения обязана предоставить маршрут, который будет контролироваться пограничной службой ФСБ Российской Федерации. Вы чувствуете разницу между западными и российско-азербайджанскими заявлениями? Не нужно быть профессиональным политологом, чтобы понять, кто что хочет. Ранее в Ереване заявляли, что проект Зангезурского коридора продвигает Россия. И правильно говорили, разве не так? Но после того, как в дело вмешались американцы, Баку резко угомонился в своих амбициях. Вот какой неожиданный ход сделал Баку. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков после поездки в США заявил следующее. По взаимному согласию мы решили исключить этот пункт из мирного соглашения и перенести его обсуждение на более поздний этап. Мы не хотим усложнять работу над документом, поэтому решили исключить это из текста мирного договора. Отметим, что такая заявленная позиция Баку стала реальностью после того, когда в дело вмешались США и Франция. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что Россия исходит из трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты Азербайджаном, Арменией и Россией в 2020 году и позже. По ее словам, они по-прежнему составляют основу Азербайджано-армянского примирения, и что альтернативы им нет. Она этим заявлением хочет дать понять американцам и французам, что якобы дирижеры и решалы армяно-азербайджанского конфликта – это русские. С дирижерством я бы согласился, зная, как Путин все эти годы стремился к дестабилизации нашего региона. А вот насчет решалы не соглашусь. У Москвы сейчас нет тех рычагов давления,
и того авторитета, которые у нее были до войны 2020 года. Баку же договорился о прокладке коммуникаций с Ираном, и стороны начали возводить автомобильный мост и таможенно-пограничный пункт. Вот почему к визиту Байрамова в Анкару было приковано повышенное внимание, особенно в контексте телефонного звонка Путина в Баку. И многое прояснилось в ходе совместной пресс-конференции Фидана и Байрамова в Анкаре, когда стороны не обозначили прорыва в Азербайджано-армянских отношениях. Как подметило турецкое издание «Хюриет», Байрамов говорил о том, что активная милитаризация Армении вызывает беспокойство, и что есть третьи страны, которые двигают Армению к этому процессу, который несет в себе риски для безопасности региона. Говоря о третьих странах, он, вероятно, имел в виду Францию. При этом, отмечая некоторую позитивную динамику в переговорном процессе с Ереваном, он отметил, что главным препятствием остается Конституция Армении, в которой имеются территориальные претензии к Азербайджану и к Турции. Вполне возможно, что Баку предполагает смену власти в Ереване, и то, что новые армянские руководители могут оказаться менее сговорчивыми по отношению Азербайджана и России. Мы уже говорили об этом на нашем канале, что Баку, как и Москва, в каком-то смысле хочет смены власти в Армении. Наверное, Путин лично уверил Алиева, что если они заставят Пашиняна уйти в отставку, то его люди, в лице Роберта Кочаряна, без каких-либо проблем дадут мигринскую дорогу Путину. Другого объяснения у меня нет. Как может Алиев хотеть ухода Пашиняна, зная, что вместо него придет Роберт Кочарян или его доверенный человек? Значит, Путин дал некие гарантии, и если такие гарантии есть, значит, Кочарян и его команда тоже дали свое согласие на планы Путина, которые напрямую отразятся на армяно-азербайджанском конфликте и с худшей стороны для самой Армении. То есть, по факту, Байрамов в некотором смысле аннулировал ситуацию, сложившуюся на западных переговорных площадках на некоторых ключевых треках нормализации с Ереваном, включая разработку мирного договора, делимитацию, демаркацию границ, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе. Так что тандем Путин-Алиев, связанный с так называемым мирным процессом Азербайджан-Армения, работает, но в худшую сторону для Южного Кавказа. Ильхам Алиев, принимая делегацию членов парламента Турции во главе с председателем Азербайджана турецкой межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом, пожаловался на Армению, что Пашинян преднамеренно затягивает время, заявив следующее. Позиция Армении относительно неупразднения Минской группы совершенно непонятна. Если конфликт остался в прошлом и премьер-министр Армении говорит, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана, то какой смысл сохранять Минскую группу, которая является пережитком прошлого? Похоже, Армения не заинтересована в мирном соглашении и достижении прочного мира в регионе. Также Алиев на встрече с парламентской делегацией Турции выдвинул условия Армении для подписания мирного договора и достижения прочного мира. Азербайджан является сторонником обеспечения прочного мира в регионе. Для этого, как Азербайджан уже неоднократно говорил, необходимо устранить территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении и изменить Конституцию. Он заявил, что Армения не заинтересована в мирном соглашении и достижении стабильного мира в регионе, намеренно тянет время, закупает новое вооружение у Франции и других западных стран, проводит на своей территории военные учения с третьими сторонами. Ответ Алиеву. Я сейчас раскрою один секрет. Только обещайте никому не говорить. Минская группа ОБСЕ действует на основе принципов заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятого в Хельсинки. Этих принципов достаточно много, в том числе соблюдение территориальной целостности и нерушимости границ, мирное урегулирование споров, отказ от применения силы и угрозы ее применения, право народов на самоопределение. Нет ни одного международного документа, где бы было указано, что территориальная целостность является единственным или самым главным международным принципом. Поэтому, Алиев, Минская группа ОБСЕ не создавалась исключительно ради твоей целостности. На этом фоне министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер провели телефонный разговор, обсудив вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством и региональной безопасностью. В конце повторю то, что уже говорил в этом видео.
Не нужно быть профессиональным политологом, чтобы понять, что все эти встречи, звонки, информационные сливы и интригующие моменты связаны именно с так называемой «жаркой осенью», о которой уже долгое время говорит армянская оппозиция. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.